Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где на сегодняшний день такое количество видео, что вы можете найти ответы на любые ваши вопросы. Есть большое количество инструментов для улучшения во всех сферах жизни, ну и, конечно, достижения целей, исполнения желаний. Те же инструменты помогают и в этом тоже. Как всегда, помните, что все-таки все зависит от вас. Я могу помочь настроить ваше подсознание при помощи инструментов, а вот все остальное в ваших руках. Только ваша вера, ваше стремление и ваша концентрация могут изменить вашу жизнь. Сегодня, как и каждую неделю, мы посмотрим основные аспекты недели, самое важное, на что обратить внимание. Ну и сейчас это стихия вода, знаки зодиака раки, скорпионы и рыбы. Не забывайте про ваш асцендент, он влияет на ваше внутреннее состояние, соответственно, он влияет на то, как вы настроены, о чем вы думаете, ну и по причинно-следственной цепочке на то, что с вами происходит. Поэтому для того, чтобы получить полную картину, было бы здорово посмотреть ваш знак зодиака и знак зодиака вашего асцендента. Кстати, это та причина, по которой я начала делать эти расклады по знакам зодиака, а не просто по стихиям, потому что бывает, что асцендент в той же стихии, только в другом знаке зодиака, и, соответственно, так получается, вырисовывается более яркая картина, более четкая картина того, что может произойти, и того, что было бы здорово делать или не делать. Сегодня будет немножко по-другому. Я обычно в конце видео выкладываю 3 карты на исполнение желаний. Сегодня я выложу эти 3 карты в начале, положу их под каждый знак зодиака, поэтому сконцентрируйтесь и загадывайте желания. Сегодня это будет из ангельской терапии. Решила перед Новым годом немножечко изменить моей колоде и попробовать ангельскую терапию. Я когда-то давно и расклады делала на этой колоде, и тоже выкладывала ее как совет. Поэтому сегодня это будет 3 карты совет, и что же может произойти с вашим желанием. Поэтому загадывайте ваше желание, а я сейчас выложу 3 карты под каждый знак зодиака, и, соответственно, в конце видео я их открою. Стало интересно что-то поменять, потому что постоянно одно и то же, а тут... Кстати, на следующей неделе выпущу новогодние гадания, и будут эти гадания на финансы, на личные отношения и на здоровье. Посмотрим, может быть, с финансами это будет карьера и финансы. Вот так я, наверное, сделаю. А может быть, и сделаю 4. Все зависит, я не знаю, как это будет. Вот как пойдет, так пойдет. Вот как я всегда говорю, как Вселенная поведет, так я и сделаю. Ну что, мои дорогие водные знаки, включая меня, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Вы знаете, что улыбка улучшает жизнь, соответственно, чем больше мы улыбаемся, тем больше причин для улыбок дает нам Вселенная. Я всегда говорю, улыбайтесь, сделайте себе как упражнение улыбки, практика улыбки, и
проделав это какое-то время, ну, минимум, я всегда говорю, 21 день, а так лучше еще больше, и вы увидите изменения в вашей жизни. Это действительно работает. Даже иногда говорят, что вот улыбаться сквозь слезы. Это для улучшения внутреннего состояния и улучшения ситуации. Ну что, длинное сегодня предисловие было. Начинаем с раков и посмотрим, на что обратить внимание в ближайшую неделю ракам. Что могу сказать? В ближайшую неделю будет успокоение и улучшение всех ситуаций. Не могу сказать, что вот улучшение до степени восторга, но пойдет успокоение и улучшение. Придут какие-то новости, связанные с финансами, которые вас успокоят. Также будут встречи, в которых вы будете обсуждать именно финансы. Тут я вижу финансы. И на этих встречах тоже вы получите какую-то информацию, которая успокоит вас и придаст вам уверенности. Именно уверенности в финансовых вопросах. Я вижу больше всего финансы. Не вижу, если вы говорите о межличностных отношениях, вот кому-то, я чувствую, это интересно, тут я могу сказать более конструктивный подход к проблемам в межличностных отношениях и, соответственно, мирное решение. Нету никаких всплесков агрессии, образно говоря, простите. Нет раздражения, я не чувствую обид. Вот из того, что вижу, могу сказать, что есть возможность действительно решить все вопросы конструктивно, мирно и улучшить отношения. Здоровье должно быть хорошим, нормальным. Для тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, вот тут для некоторых из вас все-таки предпочтительнее платный врач, где это возможно. Больших денег это стоить не будет, но из того, что я вижу, это будет более продуктивно и принесет больший результат. Смотрим дальше. Скорпионы. На что же обратить внимание скорпионам в ближайшую неделю? Ну, будете крутиться, как белка в колесе, могу вам сказать. Очень много будете чего делать, очень много будете... Такое ощущение, знаете, вот будете спешить. Будете спешить что-то закончить, будете спешить куда-то не опоздать. Ну, и, конечно, для вас получается, что это будет немножечко... как напряжение. Ну, смотрите, иногда бывает это даже полезно. Меньше анализа, больше действий. Вот тут точно могу сказать по этой карте. Ну, а также для тех, у кого есть вопросы, у кого есть проблемы, у кого есть задачи, и решать надо с кем-то, вот вам персона, которая может вам помочь. Это женщина старше 45, рыжеватый цвет волос, темные глаза, женщина яркая, женщина рисковатая, женщина, которая очень быстро принимает решения и быстро находит выход. Вот совет этой женщине может помочь для тех, кому это интересно. Также, мальчики, это может быть новое знакомство, или если вы в этой женщине узнали кого-то из своих знакомых, или свою вторую половинку, свою подружку, girlfriend, то ждет встреча с этой девушкой. Кстати, я сказала, что женщина старше 45, потому что я вижу здесь. Если, мальчики, вы старше 45, то женщина будет вашего возраста, может быть, на год старше, на год младше. Если вы младше 45, однозначно эта женщина будет старше вас.
Поэтому смотрите, если она действительно выходит, можно сказать, во всех сферах жизни. Может быть и для здоровья в виде, в роли врача. Также это может быть для решения финансовых вопросов, вопросов в бизнесе, на работе, ну и, соответственно, для межличностных отношений тоже. Старайтесь все-таки, мои дорогие скорпионы, решать свои задачи спокойно, без раздражения, без скандалов, потому что будет какое-то напряжение. И опять же, что происходит? Иногда мы наше напряжение, которое приходит из какой-то другой сферы, выкидываем на что-то другое. Я знаю, мне клиенты часто говорят, и про женщин это может быть, и про мужчин, что, мол, приходят с работы, и вот все напряжение, которое было на работе, выкидывается на меня. Это может быть как мужчина, я же говорю, это может быть для мальчиков, для девочек. Вот тут старайтесь этого не делать. Ну, во-первых, давайте так, домочадцы не заслужили, чтобы ваше напряжение, которое вам дал кто-то другой или что-то другое, было выкинуто на них. Они вас ждут, они хотят дома видеть или мужа, или жену, или маму, или сестру в нормальном состоянии. Да, я понимаю, что бывает такое, что нелегко это сделать, но запомните, это получается, что вы излучаете, то вы и получаете. Подумайте об этом. Избавиться от этого, ну, пожалуйста, есть, прямо можете ехать с работы и слушать какую-то практику с канала. Сегодня это настолько легко, все же делается с телефона практически. Хотя, я вам честно скажу, все равно я предпочитаю YouTube смотреть в компьютере или на умном телевизоре, на Smart TV. Ну, вот такая неделя для скорпионов. Рыбки, давайте посмотрим, на что нам обратить внимание. А вот нам надо обратить внимание на то, как мы ощущаем себя. Дело в том, что эта карта называется «Сила». И карта говорит о том, что именно в наших руках будет все для того, чтобы что-то изменить, для того, чтобы что-то сделать, для того, чтобы чего-то достичь. Опять же, мы же говорим основное на неделе. Единственное, что вот тут, особенно для тех, кто хозяев бизнеса, тех, кто имеет какую-то определенную позицию, какую-то определенную должность на работе, помните, что уважение и спокойствие – это ключи к гармоничному ведению бизнеса и к тому, как к вам будут относиться как ваши сотрудники, ваши подопечные, ваши работники, ну, у каждого что-то свое, так и ваши клиенты. Если есть, я понимаю, что особенно когда какая-то ответственная должность или какой-то бизнес у человека и идет работа с клиентурой, с клиентами, с людьми, нелегко держать себя иногда, но эта карта говорит, что вы своей силой, имеется в виду своим напором, можете как помочь, так и навредить. Поэтому спокойствие, уважение, ощущение силы, но не превосходство. Никогда не показывайте людям превосходство. Это очень часто обижает людей и отталкивает людей. А если вы будете отталкивать людей, соответственно, вы же понимаете, вы будете отталкивать клиентов и так далее и тому подобное. Поэтому смотрите, выбор, конечно, ваш. Ну и общий совет для стихии вода. Посмотрим. Общий совет для стихии вода. Прекрасная неделя для того, чтобы продвигать и завершать дела. Для того, чтобы делать что
что-то, чего вы не делали никогда, но по вопросу, которым вы владеете. Тут не новые дела начинать, а тут именно с нуля. А именно начинать то, что если какой-то новый проект, но о котором вы уже все знаете и в котором вы плаваете как рыба в воде. Ну и соответственно, что у вас в ближайшую неделю будет достаточно сил, энергии и прекрасное настроение для того, чтобы это делать. Вот такая интересная неделя, кстати, ждет нас водных знаков. Ну а теперь давайте посмотрим, что же посоветуют нам еще ангелы. Интересно. А вот тут карта говорит, выбирайте только позитивные мысли, чтобы описать ваш дом, карьеру и финансы, так как ваши слова определяют исход. И что я могу сказать? Сконцентрировавшись на том, что я сейчас прочитала, и сконцентрировавшись на позитиве, ваше желание точно исполняется. По этой карте, насколько я вижу сбор урожая еще, то не знаю, или как это видно, Муладхара — это одна из чакр. Я, кстати, все время, когда по чакрам делаю что-то, мне нужно иметь картинку. Никак не могу запомнить, где какая что. Извините, пожалуйста, я это исправлю, я это выучу. Так вот, ваше желание при условии позитивного мышления исполняется. Ну и, конечно, еще один совет. Выбор-то ваш, какие мысли думать. Скорпионы, вам я могу сказать, что ответ, который вы ищете, сейчас в вашем сердце. Будьте открыты, чтобы принимать и отдавать любовь. По этой карте могу сказать, что при ваших действиях и вашем настрое ваше желание исполняется. Ну и, конечно, будьте открыты. Принимайте, но прежде всего отдавайте. Вообще-то, именно как работает Вселенная, мы прежде всего отдаем, а потом получаем в троекратном размере. Помните об этом. Ну и рыбки, какой же еще совет даст нам ангельская терапия и, конечно, что же будет с нашим желанием. Энергия кристаллов сейчас поддерживает вас и помогает. Смотрите, по этой карте могу сказать, что было бы здорово обратиться к ангелам для исполнения вашего желания, к ангелам, к кому вы, к Вселенной, вот куда у вас сердце лежит. И еще я знаю, что я еще над этим работаю. Я работаю над именно предсказательной системой на камнях. Я знаю, что она есть на камнях, на кристаллах. Я знаю, что она есть. Но из того, что я читала на эту тему, очень много воды и очень мало конструктивных предсказаний. Поэтому я уже больше чем полгода занимаюсь этим, и я, конечно, выпущу это и начну предсказывать. Так вот, на сегодняшний день для того, чтобы ваше желание исполнилось, я бы посоветовала вам посмотреть это. Действительно, вы можете посмотреть, ведь для нас, что это же рыбки, боже мой. Простите, пожалуйста, наш камень аметист. Да, с ним надо быть иногда осторожным. Он впитывает негативную энергию, поэтому его использовать можно только с позитивом. Я что-то забыла на секунду, что это рыбы. И используйте ваш аметист, кристаллик. У меня есть сейчас, секундочку, я даже покажу. Вот у меня есть кристалл аметиста, я себе заказала, я люблю кристаллы. И возьмите его в руку или в две ручки и именно
немножечко расслабившись, немножечко подышав, свое желание загадайте, поставьте где-то рядом с собой и на подоконнике рядом с собой, но на подоконнике, чтобы он напитался именно энергией Солнца и Луны, и сделайте это в течение 3 дней, и потом оставьте его, он поможет для исполнения желаний, он поможет вашу энергетику изменить. Поэтому, ну, опять же, это совет, это одна из техник, а вы уже выбираете. Ну все, на сегодня все. Неделя идет хорошая, принимайте. Все подводные камни я рассказала. Ну а я желаю вам счастья по умолчанию. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Вот я уже сказала, что следующая неделя будет видео именно новогодние. Ну и, конечно, ставьте пальчик вверх. Вы знаете, это не только продвигает мои видео, это помогает вам. Ведь то, что я предсказываю, для того, чтобы действительно оно произошло, должен быть обмен энергии. Ваш лайк – это обмен энергии. На сегодня все. Люблю вас, мои дорогие. Пока!